Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Ирина. А кто сегодня с нами впервые, присоединяйтесь, подписывайтесь и нажимайте на колокольчик. Это важно. Сегодня у меня педикюр, как вы понимаете. Вот эти вот ножки вернулись с отпуска. В прошлый раз я делала педикюр, покрывала ногти гель-лаком, но там на ноготочке было нихолизис, поэтому мы договорились, что встретимся в следующий раз и снимем гель-лак и зачистим анихолизис. Стопы тоже огрубели довольно-таки прилично от горячего песка, моря соленого, открытой обуви. Ну что ж, приступаю к работе. В первую очередь обрабатываю стопы, а также пальчики антисептиком. Теперь снимаю покрытие. Делаю это твердосплавной фрезой с синей насечкой на 20 тысячах оборотов. Опиливаю теперь свободный край. И вот на большом пальчике анихолизис. Никуда он не делся, естественно, под гель-лаком. Может быть, даже стал чуть больше. Кому интересна предыдущая работа, можете посмотреть, ссылочка вверху экрана. Можно даже сравнить, больше стал анихолизис или нет. Аккуратно срезаю кусачками всю пустоту. Подбираюсь потихонечку, сначала небольшой участочек срезала, потом все больше и больше. В таких случаях, когда клиент впервые сталкивается с таким, нужно все объяснить, успокоить. Обычно клиентам очень страшно, когда срезают так ноготь. Но нужно двигаться плавно, все рассказать, объяснить. И тогда клиент тоже понимает, что происходит и что с этим нужно делать. Итак, срезала анихолизис и пока оставляю его в таком состоянии. Дальше работаю фрезой почка. Почка у меня с красной насечкой 0,5 диаметра. Убираю птеригий. Теперь фрезой шар 0,40 диаметра зачищаю анихолизис. Моя задача истончить хорошо ноготочек в той зоне, где он начал отходить от ногтевого ложа. И хорошо зачистить, чтобы ничего, никакая одежда за него не цеплялась. И чтобы он свободненько себе рос, новенький и здоровый. Теперь фрезой пламя с красной насечкой 0,23 диаметра еще дочищаю птеригий. Работаю на форварде, обрабатываю левую сторону, затем переключаю на реверс и обрабатываю правую сторону. Теперь перехожу к обработке стоп. У меня диск М и файл на 100 грид. Этот абразив для первичной обработки, убираю все огрубевшие участки. Диском работаю на 15 тысячах оборотов на форварде. В работе дисками по сухой стопе у меня обязательно включен пылесос, он встроенный в аппарат на максимальные обороты.
Теперь меняю файл на 180 грид. Это шлифовочный промежуточный абразив. С помощью обработки этим абразивом пяточка сразу становится гладкой, мягкой и видно результат. Продолжаю работать также на 15 тысячах оборотов на форварде. Теперь меняю файл на 240 грид, это полировочный файл. Работать этим файлом нужно на увеличенной скорости, чтобы все хорошо заполировать. Поэтому ускоряю вращение фрезы до 20 тысяч оборотов. Чтобы заполировать кожу на стопе, достаточно пройтись один раз. Теперь возвращаюсь к пальчикам. Распыляю мыльную водичку на все пальцы, жду минутку, пока размягчится кожа немножко, и приступаю к обработке. Кюреткой очищаю подногтевые валики. Теперь ножничками срезаю кутикулу. Далее дорабатываю все накожницами. Сегодня мы не покрываем ногти гель-лаком, и я думаю, в ближайшие несколько раз тоже. Поэтому могу себе сегодня позволить заполировать кожу с помощью масла и силиконовой насадки. Делаю это на низких оборотах, примерно 10 тысяч. Хорошенько полирую кожу вокруг ногтей, и она становится сразу гладкая, эластичная и блестящая. На стопы наношу крем. Вот такой вот у меня крем от Bayer. Вот такой вот получился у меня сегодня сюжет.
Если вам понравился или был полезен, ставьте лайк, пишите комментарии, мне будет приятно. Всем желаю хорошего настроения, здоровья и до новых встреч. Пока-пока.